Привет! Надеюсь, ты немного скучал по мне. Ну, а я вернулась с новой порцией вдохновения. Сегодня хочу рассказать тебе, почему я начала учить корейский и вообще, что происходит со мной, когда я его учу. Не могу, конечно, сказать, что история достаточно интересная, но так как очень многие хотели узнать об этом, то я наконец решилась рассказать. И прежде чем я начну рассказывать, очень хотелось бы поблагодарить всех тех, кто пишет комментарии. Мне действительно очень приятно их читать. Единственное, мне жаль расстраивать тех, кто просит у меня какие-то советы, так как я не знаю, что поможет вам. Я могу лишь делиться своим опытом, и вы тоже можете это попробовать. Может быть, это также вам поможет. Но я не могу кому-то это навязывать и советовать, и говорить, что это правильно, так как это правильно и удобно для меня, но я не знаю, насколько это будет удобно для вас. Поэтому, возможно, я сразу хочу извиниться, что я не смогу ответить на подобные рода комментарии. Если вы посмотрите мои видео, я уверена, что они будут для вас полезными, и вы тоже решите попробовать, возможно, какой-то метод. Ну, а я, наверное, уже начну рассказывать. История изучения корейского достаточно отличается от истории китайского. И когда я была на первом курсе, у меня был достаточно тяжелый период в жизни. И после первого курса я поняла, что мне хочется как-то забыться и начать учить иностранный язык полностью с нуля. То есть у меня уже был опыт изучения английского, китайского, и, в принципе, я выработала для себя какую-то схему, и мне очень хотелось применить ее на том языке, который я совершенно не знаю. То есть вот полностью с нуля начать изучать по своим правилам. На тот момент я, в принципе, уже очень любила Азию. После китайского я смотрела японские дорамы. Честно говоря, корейские мне зашли не сразу, но об этом я на самом деле тоже хочу рассказать, как я вообще начала смотреть дорамы, потому что это удивительно, забавно, и как меня с Японии унесло в Корею. Вот. И я, в принципе, была близка к этим двум странам, к Японии, Корее, но японский язык меня, не знаю почему, но вот в более взрослом возрасте стал немножко отталкивать. То есть, если когда там я в детстве смотрела аниме, да, там Япония вообще впереди планеты всей, то потом как-то желание учить японский, вот именно как язык, у меня угасало. На тот момент я, на самом деле, очень мало смотрела именно корейские драмы, в основном это были японские, китайские, вот. И я, на самом деле, серьезно думала, чтобы начать изучать с нуля все-таки именно японский язык, но потом я зашла в книжный, полистала вот учебники по японскому, по корейскому. И, кстати, это был мой первый раз, когда я вообще увидела корейские буквы, письменность. Вот, полистав 2 учебника, я уже стала задумываться, может быть, мне учить корейский, потому что о изучении корейского я вообще никогда не задумывалась, ни о Корее, ни о корейском, вообще вот ни о чем таком. Она для меня была вот, ну просто Корея есть, она и есть. Вот, то есть Япония мне была все-таки как-то уже привычнее, что ли. Вот. И потом я уже начала сомневаться. Я уже думала, учить мне японский или корейский. Вот. Но я решила все-таки пока опустить этот вопрос на какое-то время, чтобы уже чуть позже решить его на свежую голову, или как это правильно сказать. В общем, когда я буду уже не так задумываться над этим. Но то, что я хотела изучать какой-то язык с нуля, это уже для меня было точно решено. Я знала, что это поможет мне отвлечься от каких-то моих жизненных проблем, переживаний, потому что изучение языка для меня всегда является такой своеобразной медитацией, чем-то расслабляющим.
И, кстати, наверное, примерно в то же время, как я начала задумываться о изучении какого-то азиатского языка, у меня появилась подруга, кореянка, но мы с ней общались в основном на английском, и, честно говоря, даже не думала о том, чтобы общаться с ней на корейском и так далее. Вот. Но когда вот я зашла в книжный, я вообще взяла в руки корейский учебник только потому, что вот у меня есть подруга, и мне было интересно вот, так чисто из любопытства, как выглядит ее язык и так далее. Вот. И уже как-то вот в этот момент у меня, наверное, появился интерес. Потом все дело случая. Как я и говорила, я просто отпустила ситуацию. И однажды, проснувшись рано утром, в общем-то, как всегда, я поняла, что я должна учить корейский. То есть вот я прям осознала, что корейский — это именно то, что мне нужно. Что это вот то, что я ищу как раз. Вот. И потом, собственно, уже и началось мое изучение. А с чего я начала учить корейский, как вот постепенно я вырабатывала свои методы, я хочу все-таки рассказать в другом видео. Вот, а в этом я все еще хочу продолжить рассказывать то, почему я выбрала именно корейский, а не японский, так как было еще несколько факторов, которые повлияли на мое решение. Точнее, я думаю, что они все-таки подсознательно как-то на меня подействовали. И, во-первых, это, конечно же, дорамы. Потому что, когда я пересмотрела достаточно большое количество японских, китайских, корейские, как я уже говорила, мне зашли не сразу, потому что моя первая дорама — это был неудачный ремейк. Вот, и мое впечатление о дорамах именно корейских сложилось не самое благоприятное, так сказать. Вот. И потом я все-таки начала больше смотреть корейские дорамы. Вот, они мне показались достаточно интересными. И, возможно, как-то это все-таки дало плюс в том, что я выбрала все-таки корейский язык. Вот. И в одной из дорам я очень люблю смотреть именно короткометражные какие-то дорамы, потому что они обычно такие легкие, непринужденные и приятные, расслабляющие. Их можно посмотреть за один вечер. И в одной из дорам мне очень понравился актер. Вот. И, как оказалось, это Idol, хотя, признаться честно, глядя на него, я бы никогда так не подумала. Не знаю, правильно ли будет так сказать, но раздолбай, он раздолбай везде. Вот. Но что-то он меня зацепил своей простотой, что я начала интересоваться, кто это, там, все дела. Я была в шоке, когда узнала, что он Idol. И потом я уже начала, наверное, слушать кей-поп. То есть вот я послушала песни группы, в которой он состоит. Хотя до этого я пыталась слушать корейскую музыку, но мне она не зашла. Вот, конечно, наверное, меня сейчас поколотят, но первая вот моя группа, конечно же, была BTS, как и у всех. Я помню, я тогда еще смотрела в интернете, там самая популярная корейская группа, это будет это 2016 год, если я не ошибаюсь. Хотя нет, наверное. Да, где-то 16-17. Примерно это был период DNA, когда у них вот вышла песня, вот до этой песни я начала их слушать, там буквально незадолго, так сказать. И мне вообще не зашло. То есть у меня подруга, она прям была, знакомая, она прям была, можно сказать, фанатом. Но я когда слушала, я не понимала, почему они ей так нравятся. Но я такая, нет, если они ей нравятся, значит, мне должно понравиться. И, в общем, я насильно заставляла себя слушать эту музыку. Нет, не могу сказать, что мне прям все у них не нравилось, но большая часть песен, да, они мне не заходили. То есть там буквально из 10, там одна песня какая-то, может, мне зайдет, и то не факт. Вот. И потом я все-таки решила себя перестать насиловать и просто забила на кей-поп. Я еще, помню, пробовала слушать EXO. В общем, или EXO. Не совру, не знаю, как правильно, я до сих пор их не слушаю. Вот. В общем, я послушала достаточно много популярных групп, и мне не зашла ни одна. И я такая, значит, не судьба. Буду смотреть дорамки. Вот.
Но когда я послушала группу, в которой состоит вот этот актер, ладно, не буду, в принципе, скрывать, хотя это уже, наверное, очевидно, это были Виксы. Их песни мне действительно понравились, и при том, что их песни мне понравились почти что все. Ну, хотя, не совру, мне понравились их реально все песни, их концепты. Вот, я поняла, что вот все-таки нужно было просто найти свою группу. Вот. И еще по поводу групп, я много раньше Виксов еще узнала о Super Junior, о Shiny. Вот. И эти две группы мне тоже очень нравились, и как-то я... Вот их я, наверное, слушала часто. А BTS, EXO как-то вот прошли мимо меня. Вот. Я ни в коем случае не хочу сказать, что у них плохие песни и так далее. Просто, я думаю, у каждого свой вкус, и нужно уважать выбор каждого. Вот. Просто сейчас я в основном слушаю вот Виксы, Shiny, Super Junior. Ну, сейчас у меня в плейлисте на самом деле есть очень много групп, пару песен, точнее, вот многих групп. Вот. И думаю, что это идеальный для меня выбор. Вот. Ну, я не могу сказать, что прям BTS, EXO я совсем не слушаю. Опять же говорю, что даже у них есть там пара песен, которые нравятся мне. Я просто тот человек, который очень любит, знаете, такие балладные, наверное, песни и с достаточно высоким мужским голосом. Я прям, не знаю, фанат такого. Но я думаю, до сих пор я больше остаюсь дорамщиком, чем кей-попером. Потому что я меломан, и мне, в принципе, без разницы, на каком языке песня. Главное, чтобы по мотивам и по голосу она мне, можно сказать, так нравилась. Вот. Ну, об этом уже в следующий раз. Но самое удивительное то, что когда я уже начала изучать корейский, для меня он стал превыше всего. То есть дорама, вот, кей-поп, это стало все каким-то побочным, потому что в первую очередь мне понравился сам язык. Точнее, я была заинтересована даже в языке больше, чем вот в культуре, ну вот в дорамах и так далее. Я получаю удовольствие чисто от корейского, так как этот язык, он действительно другой. Он отличается от китайского грамматикой вообще совершенно, от английского тем более. То есть это для меня был удивительный язык в плане даже больше грамматики, потому что мышление, конечно, кардинально меняется. Ты вот начинаешь думать совершенно иначе. Вот. А поскольку я люблю достаточно сложные задачки для мозга, чем сложнее, тем интересней, то вот корейский меня действительно очень заинтересовал. А также удивительно, что корейский открыл для меня очень много новых вещей, очень много новых людей. И об этом я тоже хотела бы рассказать, но уже в следующий раз. Надеюсь, тебе понравилось это видео, и ты снова поддержишь меня. Спасибо тебе. Я обещаю, что скоро увидимся. Скорее, чем вышло это и предыдущее видео. Очень стыдно, что так долго не могла снимать, но на то были свои причины.